Всем привет, друзья! Как сделать дефектовку сцепления? То есть, какие запчасти можно оставить, а какие запчасти желательно поменять. После того, как сняли коробку передач, первое, что попадается нам на глаза, это корзина сцепления. Смотрим, лепестки на корзине выработались, значит, корзину надо менять. Здесь уже будет люфт в выжимном подшипнике. С этой стороны еще на троечку. Но из-за лепестков корзину надо в любом случае менять. Видно, что диск не был оцентрован, криво стоял. Выработка неровная. Вот сам диск фирмы Мейли. Отходил где-то 12 лет. Полностью выработался до заклепок. Но пружины все целые. Диск хороший. Вот видно, он стоял неровно. Вот таким образом. Значит, диск сцепления тоже под замену. Так, вилка сцепления еще в более-менее нормальном состоянии. Выработка есть. Но не критическая. Еще походила бы. Подшипник тоже в нормальном состоянии. В принципе, можно было бы его оставить. Но он уже давно стоит. Больше 10 лет. Значит, тоже желательно поменять. А так можно вот эту часть восстановить. Наварить. Проточить чуть-чуть. И здесь тоже сваркой наварить. И рассверлить. Вот эта деталь подлежит восстановлению. Подшипник смазать. Но у меня есть вилка с новым подшипником. Буду менять на новый. Можно сравнить. Старый и новый. Выработка. На коробке смотрим болт, куда упирается вилка сцепления. На нем уже есть износ. Такой он плоский стал. Значит, болт под замену. Я уже взял новый. Вот так вот он выглядит. Смотрим направляющую. Направляющая в нормальном состоянии. Значит, остается. Видно следы. Из-за износа корзины сцепления, вот этой верхней части, где выступы, корзина упиралась в коробку временами. Ну вот, в принципе, и все. Меняем части на новые и устанавливаем коробку. То видно, высота у них разная. Старый уже выработался. Довольно-таки прилично. Сейчас буду ставить новый. Слегка смазываем, где подшипник ходит. Я взял смазку для подшипников. Синюю. Она тугоплавкая, и смазка не будет растекаться. Потом здесь смажу, где штоки упираются. Заменил упорный болт. Смотрим маховик, проверяем его износ. Поверхность должна быть гладкая, возможно, минимальная выработка. В общем, если есть сильные неровности, то маховик желательно заменить. Все готово. Ставим коробку на место. Так, не знаю, как я ее один буду запихивать, но будем пытаться.